Всем привет! Тема укоренения инжира. Какие способы использую? В основном их два. Первый, самый простой, вертикальный, я его еще называю массовый. Это вот в таком контейнере со вторым дном. Покупался он в садовом магазине. Засыпается грунтосмесью, о ее составе скажу чуть позже. Берутся черенки и вот на расстоянии 3 сантиметра где-то вот так втыкаются. Сюда помещается 20-24 штуки. Далее, недели через 2, когда уже появляются корни, они будут видны вот так через стенку. Эту грунтосмесь черенками мы высыпаем и делаем выбраковку. То, что годится, пересаживаем в горшки. И дальше второй способ. Это горизонтальный, вот в таких пакетиках. Сюда также вставляем черенок и переносим пакетики на элементы теплого пола. Впрочем, как и этот контейнер. Покажу, как они выглядят. Вот так. Первые дня 3 поливаю через шприц, а потом уже вспарываю верхнюю часть для лучшего доступа кислорода к корням. Теперь пару слов о самом теплом поле. Есть у него такой терморегулятор, где можно задать температуру ниже, выше. Здесь его датчик. Между включениями и выключениями термодатчика есть определенное время. За это время наш теплый пол успевает остыть. И эти температурные качели очень хорошо влияют на развитие корней. Не переключайтесь. Итак, черенки. Вот с такими макушечными почками и особенно с небольшим запасом древесной массы, такие черенки лучше укоренять горизонтально. Почему горизонтально? Чем он выгодней? Если взять наш черенок и укоренять его вертикально, то вся автономная энергия может устремиться наверх и потратиться на образование листвы. А для корней может ничего не остаться. И в результате этого от нехватки питания наша листва, молодая листва, начнет увядать, и черенок может погибнуть. Но если укоренять черенок горизонтально, то его автономная энергия распределится по всей длине. Плюс в нижней, в подземной части мы создаем более благоприятные условия. Это в виде питательного грунта, подогрева от элемента теплого пола и влага. А в верхней части, наоборот, менее благоприятные условия. А они в виде температуры помещения, в котором будет происходить укоренение, в идеале в районе 16-18 градусов. Вот у меня, к примеру, вот столько. Ну и сразу скажу о составе секретной грунтосмеси. Это торф сфагнум, верховой торф, нейтрализованный. Сейчас будет фотография. Его здесь две части. Плюс к этому одна часть кокосовый торф. Одна часть агроперлит и одна часть вермикулит. Если вот так присмотреться, то видно. Раньше я вместо кокосового торфа использовал одну часть садовой земли. Но тогда в пакетиках быстрее появляется плесень. И решил от этого отказаться. Сейчас я буду подготавливать черенки. Вот, например, вот с этого черенка выйдет 2 штучки. Нижнюю часть буду укоренять вертикально, а верхнюю часть, вот с макушной почкой, уйдет на горизонтальное укоренение. Черенки можно купить на Авито. Рекомендую это делать до наступления холодов. Так, я их сейчас подготовлю, ну а вы не переключайтесь. Для вертикального укоренения, для горизонтального. Что касаемо бороздования, то для вертикального укоренения я черенки не бороздую, а сразу окунаю в корневин и высаживаю в грунт. Так как и черенки второсортные, и сам способ вертикальный, по-любому выбраковка будет большая. И поэтому считаю нецелесообразным еще и тратить время на эту операцию. Это чисто мое мнение, я его никому не навязываю. Показываю так, как делаю я. Дальше. А что касаемо горизонтальных черенков, то бороздование делаю вот так. Снимаю только кору до зелененького. Вот таких глубоких ран не делаю.
Ну, как его показать? Вот, вот так. Если черенок будет достаточно толстый, скажем, ну вот толще вот этого, то тогда с одной стороны могу снять такую щепку с захватом древесной части. Вот так. А с этой стороны сделаю тогда вот это. Ну и покажу, как их сажаю в пакетик. Берем черенок уже с бороздками, окунаем в корневин. Ну вот так. Даже и там много. Не обращайте внимания, что вот сейчас пакет как бы сыпучий грунт. Когда мы в него будем подливать воду, то это станет таким более монолитным, так сказать. Вот так. Устанавливать их буду вот так бочком. Так они меньше занимают места. Ладно, сейчас я все подготовлю и уже включусь на элементе от теплого пола. Не переключайтесь. Бум. Итак, получилось у нас 32 в пакетиках. И вот до сих пор. А в контейнере 21. Эти пролью прямо вот так сверху, а которые в пакетиках буду поливать через шприц. А дня через 3, когда наш грунт наберет вот такую же влажность, видите, пока он такой сыпучий, тогда вот так уже сверху буду вспарывать для лучшего доступа кислорода к корням. Сегодняшнее число и сорт Брунсвик. Ну, встретимся недели через 2. Не переключайтесь. А тут опс, и вмиг прошли 3 недели. Сегодня у нас 15 марта. А делались они 21 февраля. Ну и будем смотреть результаты нашего укоренения инжира. Не переключайтесь. Черенки с макушечными почками мы разместили вот так, горизонтально. А остатки и коротыши в этом контейнере. Сразу отвечаю на вопрос, который обязательно будет. Для чего еще укладывать горизонтально, если здесь растет нормально? Постараюсь уложиться за 30 секунд, за 33 с половиной. Итак, макушечная почка. Она заточена, запрограммирована на быстрый рост и образование листвы. Если дать ей такую возможность, то за короткий период, даже за неделю, у нас будет много листьев, но не успеют нарасти корни. Далее эту листву же надо будет чем-то питать, а без корней это невозможно. И в результате наша листва начнет увядать и черенок пропадет. И мы рискуем остаться ни с чем. А если переведя черенок вот так горизонтально, то мы как бы затормаживаем развитие нашей почки. За это время успевают нарасти корни, и потом уже корни будут питать нашу будущую листву. Так, а далее подведем итоги нашего укоренения. Напомню, здесь было 32 пакетика, а в контейнере 21 черенок. Не переключайтесь. Итак, начнем с контейнера. Здесь, как я сказал, 21 черенок. Из них явно не укоренившийся, это вот один.
Это заметно по его морщинистой коре. Есть резкость. О. Сомнительные имею в виду, на которых еще нет зелени. Вот видите, вот там проступает внизу зелень. На этом есть. Вот таких без зелени. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, если вот его сейчас потяну, то он с легкостью выйдет из земли. Потому что внизу нет корней. А эти пока оставим. Если так потянуть, то чувствуется, что внизу что-то держит. Так что здесь. Доставать черенки пока не буду. Пусть пока остаются. Где-то, может, на неделю, на 2 недели. Так, теперь я уберу контейнер и займемся. Итак, наши 32 пакетика. Мы из них отберем те, в которых нет корней. Не видно их. Если корни вот так проступают, то значит уже укорнение произошло. Итак, первый, мы его уже видели. Здесь есть корни. Второй. Здесь тоже есть. И здесь есть. И здесь что-то есть. Если корни уже вот так видны наружу, то и здесь есть. И здесь есть. Вот здесь. И здесь есть. И здесь есть. Есть. И здесь есть. Иди сюда. Вот здесь что-то не видно. Вот этот пакетик оставим. Так. Вот так его ставим. И сейчас его вскроем и промоем. Там тоже есть. Это последний. Теперь отсюда. Есть корни. А с этой стороны их листочки собачка подъедает. Забегает так натихую. И здесь что-то есть. О, много. Есть. И здесь что-то не видно. Так, вот его тоже отложим. Вы считайте, 32. И вот здесь что-то не видно. Нет, есть. Вот. Была листва, и собака скучает по зелени уже. Ждет сезона. Все, и здесь есть. В общем, вот в 2 пакетиках нет корней. Сейчас мы их достанем и промоем. Напомню очередной раз. Было их 32 пакетика. Не переключайтесь.
Да, корней нет. Ну вот зачатки вроде есть. Похоже, здесь тоже нет. А нет, здесь есть корни. Чуть-чуть, но есть. Они появились буквально недавно. Так что вполне возможно, что еще и здесь появятся. И вот так положу в воду. Этот черенок я поставлю в этот контейнер. Как раз мы один вытащили и один поставим обратно. Всем здоровья, всем пока.